Приветствую вас, мои друзья, на моем канале. Сегодня мы с вами готовим обалденное блюдо. Просто вот вау. Это блюдо пирог из лаваша. Печеночный пирог из лаваша. Очень вкусный, очень легкий. И вы не поверите, его не стыдно поставить на праздничный стол. И он будет просто восхищать всех ваших гостей. Начинаем готовить. Для этого нам понадобится лаваш, печенка, у меня куриная, лук, я уже предварительно его почистил, яйца, майонез, молоко, соль, черный перец, и я предварительно натер 2 зубчика чеснока. И для украшения нашего пирога сливочный сыр. Первое, что мы делаем, это в нашу печенку заливаем молоко, чтобы наша печенка была вкусная и нежная. Не удивляйтесь, печенка наша будет настаиваться на молоке. Печенка и сливки или жирное молоко, они друг друга очень любят. Всегда, когда готовите печенку, любую печенку, замачивайте ее в молоке или в сливках. Очень будет вкусно, печенка будет нежная, тающая во рту. Оставляем в сторону. Пускай настаивается наша печенка на молоке. За то время, пока мы нарезаем лук полукольцами для обжарки, наша печеночка будет мариноваться. А сейчас мы нарезаем наш лук полукольцами. Мне нравится полукольцами, вы можете нарезать как вам будет удобно и как вам больше нравится. Жарим наш лук. На плиту ставим сковородочку, наливаем подсолнечное масло, 2-3 столовые ложки. Ждем, чтобы разогрелось наше масло. Масло подогрелось, высыпаем наш лук. Пока мы наши специи никакие не добавляем. Ни соль, ни перец, ни чеснок, ничего. Просто даем, чтобы лук наш нагрелся и начал жариться. Обжариваем наш лук. У нас здесь на сковородке в сыром виде грамм 400 лука. Не бойтесь, это немного. Так как пирог получится большой. На кило 400 печенки у нас будет 400 грамм сырого лука. Добавляем пол чайной ложки соли. Пол чайной ложки, даже чуть меньше, 1/4 перца черного. Чеснок мы будем добавлять в лук уже в самом конце, практически в самом конце. Добавляем наш чеснок. И обжариваем еще буквально 3-4 минуты, чтобы чеснок отдал свой аромат и вкус луку. Пожарили мы наш лук вот до такого состояния, мягкого, средней мягкости. Все, теперь будем жарить печенку. Добавляем масло подсолнечное. Не сильно много, буквально 2 столовые ложки. Даем разогреться чуть-чуть. У нас также до сих пор печенка в молоке. И выкладываем печеночку на слегка разогретое масло. Не на раскаленное, иначе она будет стрелять. Температура небольшая. И обжариваем со всех сторон очень быстро, недолго. Чтобы печенка получилась сочная, вы не забывайте, что печенка еще будет в пироге доготавливаться. Ну и чтобы она не была сырая. До полуготовности нашей печенки, вот когда она тушится, слегка обжаривается, мы поперчим нашу
черным перцем печеночку слегка. И посолим. И обжариваем дальше до готовности. Перемешаем и обжариваем. Переворачиваем осторожно, нежно, потому что печеночка получается очень нежная, вкусная. Она настоялась на молоке. И обжариваем до готовности. Вот до такого состояния жарим печеночку, чтобы не выходила из нее кровь и чтобы она была вот такая нежная. Не надо ее пережаривать. Вот такая, видите? Я надавливаю, а кровь не выходит. Наша печенка приготовилась. Теперь нам нужно ее измельчить в среднюю пюреобразную массу и добавить в наш жареный лук, приготовленный. Измельчаем через блендер нашу печенку. Вот до такого состояния. Крупные крошки. И соединяем с нашим луком. Такую операцию проделываем со всей печенкой. Помогаем лопаткой, если вам кажется, что на стенках остались слишком крупные кусочки печенки, и вы хотите сделать менее их крупными. Вот такая печеночка средней крупности. Вот такой фарш получился из лука. Вот он внизу, я вам показывал. И печенки. Теперь сюда добавляем еще дополнительно соль, чуть-чуть, черный перец. И перемешиваем хорошо, чтобы получилась однородная масса. Мы хорошо перемешали нашу начинку, добавили специи, соль, черный перец. Здесь у меня лук, печенка. Наша начинка готова. Как бы пора делать пирог из лаваша с начинкой печенки и лука. Но есть секрет. И сейчас я вам расскажу, какой секрет. Чтобы получился пирог вкусный из лаваша с печенкой, сочный, нежный, нам понадобится майонез, 4 яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки черного перца молотого. И все это перемешать. Это будет наша заливка. Но не просто заливка, но и пропитка для нашего лаваша. Перемешиваем хорошо, тщательно, чтобы яйца с майонезом соединились и была однородная масса. В конце попробуем, после перемешивания. Если на вкус вам покажется, что не соленое, добавляем соль и перец. Наша заливка готова. Я попробовал ее на соль, на перец и немножко добавил на свой вкус еще чуть-чуть соли и перца. А теперь начинаем готовить наш пирог. Самое интересное. Берем наш лаваш. У меня 2 лаваша домашних, больших. Не смотрите, что они где-то местами, может быть, порваны. Это мало нас должно волновать сейчас. Пирог получится очень-очень вкусный. Берем лаваш стороной, который потемнее. Расстилаем. Берем кисточку. И берем нашу заливку. И смазываем лаваш. Хорошо смазываем. Быстро. Смазали нашей яично-майонезной заливкой всю площадь лаваша и выкладываем половину начинки, потому что у нас сегодня 2 лаваша. Выкладываем хаотично, потому что потом ее будем вилочкой
дробить и распределять полностью по поверхности. Я распределил на одном лаваше половину порции нашей начинки, потому что у нас 2 лаваша. А теперь я буду себе помогать распределять равномерно 2 вилочками по всей массе, по всей поверхности, всю массу. Как угодно, хаотично, где-то местами будет много, где-то будет мало начинки. Распределяйте так, чтобы было везде равномерно. Ну, если не хватит, ничего страшного, вы потом поймете почему. Вот так получилось. А теперь сворачиваем рулетом. Видите, я себе немножко помогаю вторым лавашом, поэтому я поставил лаваш на лаваш. Закрутили рулетом. Я сегодня форму взял с толстым дном, обернул бумагой, залил подсолнечным маслом слегка, 2 столовые ложки. Объясню, почему поставил бумагу, потому что в конце вам будет удобно заливать заливкой и вытаскивать из формы. А теперь распределяем форму. Наш рулет. Вот так распределили. И этот хвостик к бортику один, а этот чуть-чуть ближе к середине. Вы сейчас поймете почему. Делаем второй лаваш. Фаршируем второй лаваш. Немножко нам с ним будет тяжелее. Он местами где-то, когда пекся, надорвался. И нету помощи нам еще одного лаваша. Ну, ничего страшного. Смазываем нашей заливкой весь лаваш. Предварительно у нас духовка вверх-вниз разогрета при температуре 200 градусов. Будем запекать в середине духовки примерно 45 минут. Точное время я вам скажу и напишу под видео. Нужно это быстро все делать, потому что вы пропитали лаваш пропиткой, чтобы, когда вы начнете сворачивать, у вас не рвалось. И закручиваем. Сейчас вам немножко будет сложнее, но вы вот так вот прижимаете и закручиваете. Потому что у вас нету внизу помощника второго лаваша или третьего. Берем нашу форму и выкладываем лаваш. Вот для чего нужен этот хвостик. Видите, новый хвостик вы ставите вот сюда вот, чтобы вам пирог весь уместился. Себе подравнивайте, как вам здесь удобно. Мне удобно вот так. И я в серединку. Вот так. Вот так получилось. Ну и теперь самое главное. Заливка. Остаток заливки нашей заливаем равномерно везде. Не просто в одной стороне, везде равномерно. Чтобы во все щелочки, во все трещинки пирога из лаваша с печеночкой у нас зашла заливка. Вы изначально подумали, зачем так много заливки? Вот вам ответ. Зачем так много заливки? Как говорит моя мама, заливки много не бывает. И немножко вот так вот вилочкой от стенок помогаем, чтобы заливочка немножко попала глубже, не только сверху. И также между рулетами. Вот так. Не бойтесь порвать рулет. Он уже примет ту форму, которую вы сейчас сформируете ему. Вот наш пирог из лаваша, печеночный, с луком, с
печеночкой идет в духовку при температуре 180 градусов вверх-вниз. Примерно 40-45 минут. Точное время будет внизу в описании. И поправляем нашу бумажку, поднимаем бумагу нашу, пергамент наш повыше. Объясню почему потом. Не бойтесь. Вот так вот поправьте, чтобы она как бы бортик создала. И все. В духовку. Прошло 45 минут. Вытаскиваем наш пирог из духовки. Вытащили мы наш пирог из духовки, пробыл он 45 минут. Теперь у нас здесь 70 грамм сливочного сыра. Он чисто нам нужен для декора. Обсыпаем наш пирог. И в духовку еще на 5 минут вверх гриль, чтобы наш сыр слегка потаял. Наш пирог готов. Пробыл он в духовке в общей сложности 45 минут плюс 5 минут для гриля, для того, чтобы сыр наш расплавился. Переносим мы его вместе с бумагой на решетку, чтобы он остыл. Вот такой у нас получился пирог. Обалденно вкусный, красивый, легкий в приготовлении. На праздничный стол, да и просто на шикарный ужин всей семьи. Просто я считаю, что это очень вкусное блюдо. Режем наш пирог, покажем, какой он у нас в разрезе. Пирог нежный, вкусный, обалденно вкусный. А аромат просто бомба. Посмотрите, какой он на срезе. Посмотрите, сколько много начинки. Вот наша заливка. Очень вкусный, очень ароматный. Мои друзья, посетители моего канала, готовьте вместе со мной. Готовьте по моему рецепту, по рецепту моей мамы. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересных рецептов. Вам приятного аппетита. Всего доброго.